Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Каждый раз, когда собираю очередную систему для этой машины, разбираю пяток других, а в это время их реставрирую, потому что этот проект давно превратился из обычного свапа в проект реставрации. И с каждым разом подкапотное пространство, конечно, преображается все больше и больше. Теперь уже покрашенные клапанные крышки, отакваблаченные коллектора, приведенные в порядок более-менее крепеж, хотя этот мотор еще будет ожидать переборка, точнее реставрация и наведение красоты самого мотора. Приходят очередные железки покрашенные, это в данном случае крепление радиатора. Радиатор со всей охлаждающей системой уже на месте, вода залита, мотор заводится. Проводку я подключил, опять-таки не финально, но она работает, машина ездит. Это Mitsubishi Eclipse, я в него поставил мотор V6 6А13 Twin Turbo от Mitsubishi Galant VR4 и сделал полный привод. Соответственно, сейчас из всех систем, которые нужны для того, чтобы эта машина поехала, это выхлопная система и система впуска. На этот раз мне даже не понадобится подкапотка со всеми ее блестящими железками. Я даже повесил задний бампер на эту машину, а все потому, что я сегодня буду делать выхлопную систему. И большинство моих действий будут снизу машины или сзади, но никак не сверху. Мотор здесь V6, с каждой из головки блоков цилиндров выходит своя турбина, и у каждой этой турбины есть свой даунпайп, который потом сводится в единую выхлопную систему, и мне надо будет повторить в принципе достаточно штатное размещение, то, которое стояло на Галанте, на Легнуме, потому что на этом Эклипсе большинство деталей перенесено именно с этих доноров. То есть, в принципе, весь конструктив практически одинаковый, с небольшими отличиями по туннелю, потому что туннель все-таки у Эклипса сделан несколько иначе, чем у праворульного Легнума или у леворульного Галанта. При этом штатная труба даунпайпа от Легнума прекрасно подходит на этот Эклипс как родная. Единственное место, которое их отличает, это уже за подрамником выход в сам туннель, который, в принципе, вот от этой гофры можно было бы и переделать. Ну а мы же хотим видеть только блестящие железки на этой машине, поэтому как я мог поставить этот древний ржавый кусок металлолома? Конечно же, я его буду переделать из блестящих, нержавеющих железок новых. Из чего же предстоит мне все это собирать? Ну, прежде всего, это нержавеющая труба. 304-я нержавейка диаметром для всей магистрали я выбрал 63 мм. Для вспомогательной магистрали, соединяющей две турбины в одну, 51-я труба. Все повороты и изгибы трассы я буду собирать с помощью вот таких вот 90-градусных отводов. Они позволят повернуть на нужный угол с полным хранением сечения магистрали. Также отводы 50-мм. Также отводы будут 57-мм с толщиной стенки 2. Если у всех труб и у отводов стенка толщиной 1,5 мм, это в принципе стандартная толщина для выхлопных систем, то вот для этих двух поворотов стенка будет 2 мм. Почему? Расскажу дальше. Также более резкий поворот с сохранением сечения на 63 мм. Для того, чтобы мотор не выламывал выхлоп, будет стоять вот такая вот гофра, четырехслойная гофра, интерлок. Между двух турбин будет стоять вот такой сильфон, который не позволит разломать всю эту конструкцию при тепловом расширении металла. И также позволит удобно монтировать всю эту систему на мотор. В системе будет катализатор. Все будет соединяться с помощью фланцев. Фланцы как стандартные, так и необычные для этой машины. Лямбды, закладные под лямбды. Ну и, конечно, резинки подвеса. Вся система будет оконцована вот такой вот насадочкой. Ну а перед ней, конечно, будет стоять глушитель. Конечная банка, как и промежуточные резонаторы, здесь будут кастомные. Какие?
Это будет ясно в процессе. Сейчас все замерим и тогда закажем. Но одно могу сказать точно, что этот выхлоп будет управляемый. В нем будет стоять заслонка, которая будет перекрывать громкую трассу и тихую трассу. Но, скорее всего, самую тихую и еще тише, практически штатную. Потому что время громких прямотоков, мне кажется, давно прошло. И пора бы уже взяться за ум и делать спортивные тихие машины с производительными выхлопами, но без всяких вот этих тресков и звуков. Под управлением этой заслонкой будет использоваться вот такой вот китайский набор с AliExpress с брелочком и контроллером, который с помощью вакуума будет открывать, закрывать эту заслонку и препятствовать выходу выхлопных газов через громкую магистраль. Как всегда, процесс постройки выхлопной системы – это очень много сварки и очень много болгарки. В процессе я буду указывать все цены на эти комплектующие, да и, в общем-то, на постройку в целом. Так что подписывайтесь на канал и не забывайте писать комментарии. Чтобы построить выхлопную систему, нужно как минимум две точки, начальная и конечная. Если начальная, то это обычный мотор, то конечная – это какие-то насадки и выхлопная банка, которая торчит за задним бампером. В данном случае насадка у меня уже есть, ее выбрали. А вот самой банки нет, и надо измерить те размеры, по которым ее изготавливать. Размещением насадки все, как всегда, непросто. Собственно говоря, это тот вид всей выхлопной системы, который видит все со стороны. Поэтому поставить ее надо так, чтобы было красиво. Либо она вот так будет торчать на полу машины, либо она будет под бампером. Это все зависит уже от вкуса владельца. Но мне так кажется, что времена, когда что-то торчит, уже прошли. Надо все скрывать, все должно быть красиво, аккуратно, как на заводе. В принципе, сейчас мне надо определить, насколько у меня развернется здесь система с заслонками, потому что надо установить где-то магистраль, подходящую к этим заслонкам. Потом между заслонкой и банкой тоже какое-то расстояние на создание всего этого механизма раздвоения. С другой стороны у меня стоит насадка, и вот где-то вот в этих параметрах вот здесь у меня расположится банка. Вот как раз эти размеры сейчас мне и надо замерить каким-то образом. Ну и на мой взгляд, где-то банка длиной 300-320 миллиметров здесь влезет. По ширине у меня ограничений здесь практически нет. Здесь достаточно широкое место. Ну, так как и по высоте особо тоже бампер широкий, поэтому достаточно высокая банка сюда войдет. Ну, так что буду заказывать банку примерно 320 мм длиной, 320 мм шириной и 180 мм высотой. У нее будет два входа диаметром 63 мм и один выход. Одна магистраль прямая, прямоточная, другая магистраль с лабиринтом, частично повторяющим заводские решения, то есть очень-очень тихий. Перед ней будет стоять заслонка, перекрывающая громкую магистраль. Ну, в общем, пока заказываю банку, пока банку буду делать, начну строить всю систему. От начала до конца еще надо дойти, на это надо время, и притом немало. Снимаю я все в режиме реального времени, поэтому пока будет делаться банка, я буду делать выхлопную систему. Вполне возможно, что в середине придется еще добавить какой-то резонатор, чтобы убрать шумы. Хотя выхлопная система на турбомашине достаточно тихая, и ей это огромное количество резонаторов совсем не надо. И у нас еще будет катализатор, так что вообще будет тишина. На моторе 6013 Twin Turbo, да, в общем-то, как на любом V6 моторе с двумя турбинами, каждая турбина раздувается тремя цилиндрами. То есть один коллектор на одной стороне, на одной ГБЦ, другой коллектор на другой ГБЦ, с другой стороны. И вот все эти три окна ГБЦ дуют в турбину через выпускной коллектор и сводятся в входное отверстие в горячем хаусинге турбины величиной в 34, ну максимум 35 миллиметров. Все это проходит горячую часть, выходит на аутлет, и на выходе эта горячая часть составляет 39 миллиметров внутреннего сечения. Потом этот аутлет переходит в даунпайп, и уже на даунпайпе выходное сечение составляет почти 49 миллиметров. Поэтому штатной приемной трубы хватает
за глаза по диаметру, потому что здесь как раз установлена 54-я труба внешним диаметром и примерно 50 миллиметров внутренним диаметром. Ну, я к тому, что расширять особо диаметр от штатной нет никакого смысла, во-первых, да и, в общем-то, не приведет ни к чему. Даже если впоследствии вот эти маленькие турбинки TD03 будут заменены какими-то побольше, скорее всего, это будет какой-то гибрид, то есть с сохранением горячей части такой же от вот этой турбины и с заменой холодной улитки на более производительную. Тогда это что-то даст. Бывает ставят, конечно, TD04, но у них диаметр выхода тоже не намного больше. Поэтому в целом придется действовать без всякой гигантомании, а практически в штатных размерах. Ну, может быть, с небольшим зазорчиком в плюс, ну и с небольшим запасом по надежности всей этой системы. Как это все будет, расскажу сейчас подробно. По оригинальной прокладке выхлопной системы VR4 я вырезал фланцы. Фланцы из 10-миллиметровой жаропрочной стали. Это не нержавеющая сталь, она ржавеет, но достаточно плохо. Притом ее мало ведет от теплового нагревания, поэтому она очень прекрасно подходит под всяческие соединительные вещи типа фланцев коллекторов и фланцев выхлопной системы. Внутренний диаметр на этом фланце, как и на прокладке, 55 мм. И в целом можно было сделать первую модификацию и уйти на свод двух турбин диаметром 57 мм, который имеет внутри как раз 55 мм. То есть он вот так встает на этот фланец, и внутри отверстие было бы четко заподлицо. То есть без всякого бортика, без всякого уменьшения диаметра, наоборот, с расширением. И все бы было хорошо и прекрасно, за исключением одного момента. Прокладка на оригинальный даунпайп ставится так, что внутри ее проходит часть трубы, которая как раз не позволяет выхлопным газам постоянно воздействовать на прокладку. То есть они как бы пролетают дальше в само тело выхода из турбины, то есть в аутлет. И если я не поставлю ее, то, соответственно, прокладки будут выгорать очень быстро, потому что часть выхлопных газов будет выдавливаться сразу в бок. Хоть прокладка и имеет железное кольцо, но она менее мощная, менее надежная, чем любая выхлопная труба. Поэтому внутрь всей этой конструкции мне придется вставить либо какое-то промежуточное кольцо, либо как раз вот такой вот кусочек трубы именно 55-56 диаметра. А потом уже перейти из нее в 57 диаметр. Этот кусок будет сделан из вот таких вот отводов толщиной 2 мм. При всем том, что выхлоп на турбовой машине намного холоднее, чем на атмосферной, первый поворот из турбины испытывает самые большие тепловые нагрузки. Поэтому если сделать систему вечной, ну или практически вечной, тогда вот этот первый поворот на даунпайпе желательно сделать из 2-миллиметровой нержавейки. Тогда он не треснет, не разломается никогда. И, скорее всего, машина вся сгниет, а этот даунпайп останется. Такое решение применяют на большинстве тюнинных машин, современных тюнинных машин. И, в общем-то, я у себя его применю тоже. Поэтому первый поворот, первая часть отрезка у меня будет из нержавейки толщиной 2 мм.
вот как только выработаешь понимание, что как делать, и оно начинает получаться, тебе привозят вот такой вот чумовой агрегат и говорят: слушай, Серега, давай переварим банку. Ну, вроде делов на пару дней, надо приостановиться и можно заняться мотиком, но в процессе переноса, точнее, поднятия этой банки вот из такого угла вот в такой угол привело к тому, что мы теперь будем это делать как-то совсем по-другому, разбирать банку, переделывать выхлоп. А весь выхлоп состоит из вот таких вот лобстер-стайл сегментов, поэтому собирать его придется долго. И я думаю, по этому поводу, конечно же, будет видос. Так что подписывайтесь на канал, кому интересна тема мото. Все будет. И сварка, и мотоциклы. Но я вроде как создал оба даунпайпа, осталось их свести между собой. Дальний даунпайп имеет такой вот силифон, это типа гофры, только у него внутри еще есть железная труба, которая, в общем-то, защищает эту гофру от выхлопных газов. Она более жесткая, в общем-то, сделана из нержавейки, и, я думаю, будет вечная в этой машине. Не знаю, почему с завода не ставят именно такие силифоны, а ставят гофры на это место. В принципе, нагрузки на этот узел нет, кроме тепловой. А этот силифон справляется с тепловой деформацией очень хорошо. Поэтому, не знаю, может, дорогая, потому что поэтому не ставят. Ну, если на мото лобстер-тайл сегменты, конечно, смотрятся красиво, то здесь они мне совершенно не нужны. Буду собирать из стандартных отводов. Но дело в том, что отводы с радиусом изгиба с изгибом 1,5 радиуса, они прям впритык, ну, можно сказать, не проходят. То есть они упираются. Я не могу нормально развернуться, потому что обе турбины я решил соединять равнодлинным соединением. Зачем это нужно, не могу сказать, никакой практически пользы от него нет. Хотя, вру, есть польза, и продувка лучше, и, в общем-то, показание лямбды будет правильнее, потому что она стоит за этим сводом. Ну, в общем, если есть возможность сделать равнодлинный, а на атмосферном, конечно, это было бы чумовой прибавка от равнодлинности этого свода. Ну, а здесь как бы будет для красоты и для небольшого эффекта, поэтому буду заморачиваться именно равнодлинным сводом. Но благо тут мне на помощь приходят коротыши. Это те же отводы, только с радиусом, с поворотом равным 1 радиусу. И они уже разворачиваются более комфортно. То есть я могу выйти вот здесь на вторую трубу, на свод, при этом первый свод пройдет, а учитывая, что дальше пройдет 63-я труба, то есть место, где разместить гофру и, в общем-то, за ней разместить катализатор. В общем, вроде как более-менее все здесь влезает. Осталось это все уже собрать и приварить. В общем-то, что коротыши, что полноценные отводы, они имеют внутри полное сохранение диаметра на всем своем изгибе. Но коротыши поворачивают намного раньше. То есть вот 2 коротыша, они где-то в 1,5 раза быстрее повернут, чем один длинный отвод. Поэтому местами, конечно, их применять очень хорошо. Но загиб у полноценного отвода более плавный. И, конечно, по возможности я применяю в основном их во всей выхлопной системе. Коротыши очень редко. В тех исключительных случаях, как здесь.
А вам нравятся видосы про создание выхлопных систем? Мне кажется, в них есть что-то такое магическое, необычное. Между тем, как бы у меня на канале есть множество видосов как про выхлопы, так и про какие-то изделия из железа и алюминия. Также я рассказываю про приспособления для различных видов сварки, в частности, про приспособы от Михаила S3D TIG. Вот такие заглушки я рассказывал недавно, про вот такую вот точилку тоже выпускал обзорчик. Так что зайдите, посмотрите на канал, на ссылки. Там есть много интересной и полезной информации про различные приспособы. И стоит ли еще выпускать подобные видосы, напишите в комментариях. Ну что, не утомил вас процесс сварки, а между тем он у вас длился пару минут, а у меня прошел уже, наверное, второй день где-то. Первую часть выхлопа я делал в первый день, и вторую часть даунпайпа я делал во второй день. Как я и планировал, свод двух турбин получился равнодлинный. Каждая его часть имеет длину 55 сантиметров. От ближней турбины она более прямая, от дальней турбины вот такая вот хитрая, закругленная, но она влезла, развернулась без всяких уменьшений диаметра, без резких поворотов. Все плавным скосом, с сохранением сечения на всем протяжении поворота соединилось. И, в общем-то, дальше есть выход уже на магистраль, на выхлопную, но надо сюда поставить еще катализатор и прицепить гофру, и также сделать стык, чтобы эта часть коллекторная отсоединялась от части выхлопной. Притом катализатор и гофру тоже просто так не поставишь. Надо сначала поставить катализатор, а потом поставить гофру. Ну, во-первых, как бы отсоединяться задняя часть выхлопа будет вместе с гофрой, и ее будет проще, если что, поменять. Она все-таки такой расходный материал. Плюс
Катализатор понизит еще больше температуру выхлопа, и это тоже сохранит эту же самую гофру. Если поставить их наоборот, то будет гофра выгорять чаще, чем если их поставить вот так. Сначала катализатор, а потом гофру. Так что вот, исходя из такой геометрии, придется все это варить. Ну, как обычно, все не обходится без жертв. Пантенольчик мне в помощь, обжегся, как всегда. Переход с коллекторной части с даунпайпов на выхлоп в оригинале сделан вот через вот такой вот фланец. Это оригинальная прокладка от VR4. Но я ее использовать не стал, потому что поставил вот такую прокладку и сделал по ней фланцы. Это прокладка от Eclipse от 4-го поколения, и она на 3 болтах, что намного надежнее и качественнее в соединении, чем 2 болта. Поэтому вот по диаметру они абсолютно одинаковые, что VR-шная прокладка, что Eclipse прокладка, просто один в один в диаметре. И, как всегда, сделал тот самый лайфхак, как и с турбинами, то есть проход тела трубы вовнутрь фланца, а потом уже прокладка и соединение. Такое соединение никогда не будет сечь, потому что оно частично заходит вот здесь в конус и становится в распор. То есть, в принципе, прокладка здесь вообще не нужна. Но так, для надежности поставлю и прокладку тоже. Внешне мои новые даунпайпы в принципе ничем не отличаются от оригинального. Та же геометрия, те же повороты, те же своды, те же развороты. Единственное, что на месте оригинального, где стоит гофра, я поставил катализатор. Места под установку катализатора у меня другого нет, и средом у меня стоит гофра. Но это, как я говорил, сэкономит на гофрах. Они будут более вечные. В оригинальном даунпайпе тоже есть определенная равнодлинность, то есть выход на второй голове уходит вот сюда, разворачивается и уходит на свод. В принципе, не прям такой, как у меня, но в целом похожий. Ну а самое большое отличие в этих даунпайпах – это вес. Где-то в 4 раза, наверное, этот из нержавейки легче, чем вот этот из черняги. Он просто неподъемный, надо его замерить в цифрах. Ну а так, в принципе, уже все готово и можно устанавливать. Даже посмотреть, как это все звучит. Сначала на оригинальном, потом на тюнячем. Или наоборот. Как думаете, какой из даунпайпов будет звучать поинтересней? Ну, конечно же, без катализатора звук будет пообъемнее, побасовитее, но без выхлопной системы, я думаю, мой будет лучше.
Я не знаю, что там получилось на видео, какой звук записался, потому что в салоне было очень громко. Хотя вот звук от нержавеющей системы был, на мой взгляд, более приятный. Он такой был какой-то мотоциклетный, более резкий, более собранный, чем вот этот чернушный, расхлябанный. Ну, хотя бы и громкий звук, потому что без катализатора вообще ничего не глушило. Это прямая труба. Напишите в комментариях, какой звук вам понравился больше. Оставляем стоковую систему свода или поставим тюнячую все-таки. Вообще, на самом деле, я хотел сделать один видос про выхлопную систему, но уже понимаю, что идет 30-я минута этого видео, и никак, если я начну рассказывать про управляемый выхлоп, это еще целая огромная тема, но это будет на 1,5 часа. Так что продолжение будет в следующем видео. Подписывайтесь на канал, если вам интересна эта тема. Тема, в общем-то, не привязана к Eclipse, это просто выхлопы. Так что различные марки машины welcome. Пишите комментарии, спрашивайте, советуйте. А на этом-то все. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про мой дополнительный канал с видеоответами на ваши комментарии. Это NeoFact. Подписывайтесь на него тоже. На этом-то все. Всем удачи, всем пока.